Привет! Если судьба занесла вас в Софию и вы уже успели устать от шумной столицы, то могу порекомендовать вам путешествие к одной очень интересной локации, которая притаилась всего в 1 часе езды от города. Это 7 Рильских озер. Физически нагрузка умеренная, маршрут технически несложный, но это путешествие позволит вам побывать на высоте до 2700 метров. Поверьте, нереально красивые пейзажи высокогорных озер останутся в вашей памяти на очень долго. Ну что, поехали? Сегодня будет очень интересно и очень красиво. И я надеюсь, вы не пожалеете поставить лайк этому видео. А все потому, что в этом видео я расскажу о настоящем природном чуде. Сегодня нашей локацией станет озеро. А точнее не одно, а сразу 7. Я расскажу о вариантах, как добраться в долину 7 озер. Подскажу, откуда лучше начинать это восхитительное путешествие. А еще масса красивых видов. Очень надеюсь, что видео вам понравится, и после просмотра вы обязательно добавите озера в список своих планируемых путешествий. Давайте уже начнем, не терпится вам все это показать. Если вы попробуете загуглить топ-10 красивейших мест Болгарии, то наверняка в этой десятке будет и наша локация – 7 Рильских озер. И я с уверенностью могу сказать, что это абсолютная правда. Место просто уникальное природное явление, которое должен увидеть каждый. Путешествуя по Болгарии, я развеяла для себя стереотип, что Болгария – это только золотые пески и солнечный берег. На самом деле, сейчас я с уверенностью могу заявить, что в Болгарии вас ждет масса открытий. Страна может быть интересна не только как пляжное, но и как горнолыжное направление, а также как место с удивительными природными достопримечательностями и живописными местами невероятной красоты. Здешняя природа может похвастаться необычайными скальными образованиями, водопадами, озерами и пещерами, посещение которых оставит после себя незабываемые впечатления. Пожалуй, это видео у меня станет первым из серии открытых таких природных локаций, а потому я буду благодарна за поддержку, и, быть может, в комментариях вы поделитесь своим мнением и расскажете о своих путешествиях. Буду признательна за идеи, в какой уголок Болгарии мне заглянуть в следующий раз. А сегодня мы посетим долину 7 Рильских озер. Группа озер ледникового происхождения, расположенных в северо-западных горах Рила в Болгарии. Эта группа озер в Болгарии наиболее посещаемая. Добраться сюда не очень сложно, и лучшей отправной точкой станет столица, которая может похвастаться необходимой транспортной инфраструктурой. Тут вам и аэропорт, и ЖД-вокзал, и, конечно же, автовокзал. Если вы путешествуете общественным транспортом, то могу порекомендовать вам такой маршрут. С автобусной станции Сердика отправляемся в городок Дупница. Там пересаживаемся на автобус в поселок Сапарева баня. Еще минут 20 и вы на месте. От бани туристы, как правило, берут такси до подъемника, который доставит вас на живописное плато среди Рильских гор, откуда и начинается туристический маршрут. Ну а если вы, как и я, путешествуете на машине, то можете, конечно же, сразу с Софии выдвинуться к подъемнику. Но я рекомендую вам поступить немного иначе. Дело в том, что вылазка к 7 Рильским озерам – это увлекательная туристическая программа, фактически на целый день. Прогулка по горам красивое, но непростое занятие. Поверьте, после прогулки вы куда более обрадуетесь отдыху в ближайшем отеле,
чем долгому трансферу назад в столицу. Я выбрала своей отправной точкой город Сапарева Баня. Курорт считается лучшей перевалочной базой для похода к завораживающим 7 Рильским озерам и прогулкам в национальном парке Рила. А еще здешняя местность славится обилием горячих минеральных источников. Прекрасное место для оздоровления. В некоторых отелях открытые бассейны действуют даже зимой, так как вода в них термального происхождения и никогда не опускается ниже 40 градусов. Сапарева Баня – это небольшой сонный городок, лежащий в предгорье Рила. В поселке есть уникальный термальный гейзер, температура воды которого составляет 103 градуса. Кстати, это единственный такой гейзер на Балканах и самый горячий гейзер в Европе. Уникальность гейзера еще состоит в составе воды. Не забудьте уделить несколько минут внимания для посещения такой редкой находки. Находится он в самом центре городка и выбрасывает огромную струю горячей воды на высоту 15 метров. Второй видной достопримечательностью города считается средневековая церковь Святого Николая. Правда, согласно источникам, это даже не церковь, а лишь небольшая часовня, которая ранее действовала при Большом соборе. Во времена османского правления большую часть церкви разрушили, а вот часовне удалось избежать трагической участи. По легенде, турки пытались разрушить и ее, но, взобравшись на купол, тот обвалился, погребя под собой обидчиков. Османы сочли это проклятием и новых попыток не предпринимали. В наши дни церковь полностью восстановлена, а остатки храма собраны во дворе в качестве археологических артефактов. А вот напротив церкви находится один из источников, где путник может запастись целебной водичкой. Полезные свойства здешних вод известны всей Европе. Они лечили еще в древние римские времена. Тогда город имел название Германея, в переводе «горячая вода». Ну да ладно, не стану углубляться в обзор города, мы сюда приехали не на прогулку, а только для того, чтобы найти ночлег. Мой выбор пал на небольшой двухзвездочный семейный отель. Отель действительно компактный и включает всего 12 номеров. И хоть выбрала крайне бегло, но по факту я была очень приятно по приезду удивлена, и не один раз. Сперва порадовал номер, просторный, чистый и с потрясающим видом на начинающийся всего в пару километрах горный массив. Я наконец-таки проснулась, посмотрела в окно и малость онемела. Как же это красиво. Какой нахрен кофе? Начнем с винишка. Второй раз удивляться мне предстояло, когда спустились в ресторан отеля на включенный в стоимость завтрак. В ресторане все мое внимание привлекало некое сооружение в центре зала, которое занимает половину пространства. Мое любопытство взяло верх, и я начала исследовать эту диковинку чуть ли не на коленках, чем весьма повеселило персонал. Просто в силу того, что взглядом все время изучала конструкцию, я не сразу заметила информационную табличку с описанием на стене. А информационная табличка гласила о следующем, что предо мной самое что ни на есть настоящая древняя римская гробница, которая датируется IV веком. Вот так вот, на минуточку. Как часто вы пьете кофе и поглощаете завтрак в 50 сантиметрах от вашего столика с римской гробницей IV века? Ну и еще один плюсик я поставила отелю за спа-центр. Спа стала для меня просто находкой после долгого дня прогулок по Рильским горам. Курорт Сапарева Баня, название, правда, само собой уже намекает, очень насыщен термальными источниками, потому любой уважающий себя отель старается докопаться до живой воды и оборудует хотя бы небольшой спа-центр. Мой отель хоть и бюджетный, но все же смог порадовать финской баней, хамамом и небольшим термальным бассейном джакузи, самой что ни на есть натуральной минеральной водичкой, о чем можно догадаться, всего лишь взглянув на металлические элементы внутри спа. А обычная влага провоцирует ржавчину, а тут вот такой вот мимишный снежный налет. Правда, со спа я немножко забежала наперед. Для начала нам нужно добраться до пешей тропы, а джакузи вам понадобится, уж поверьте, чуть позже, на обратном пути. Выдвигаться я рекомендую как можно раньше. Если доберетесь до локации к обеду, то вам просто может не хватить времени на прогулку. Гулять по Рилам можно бесконечно, но даже самый скромный поход займет у вас часов так 5,
Потому не станем задерживаться долго в отеле и сразу двинемся в путь. Из Сапаревой бани к подъемнику ведет 10-километровая отличная горная дорога, которая проходит мимо населенного пункта Паничиште. И тут, кстати, имеется минимум с 5 отельчиков, откуда будет не менее удобно начинать свой путь к Рильским озерам. Итак, проезжая Паничиште, до подъемника остается всего около 5 километров. В конце дороги путников встретит небольшой шлагбаум и охраняемая парковка. Если вы прибыли в выходной день, то она, скорее всего, будет переполнена, а на подъемник будет очередь. Но мы сейчас совершаем свое путешествие в середине октября, поэтому дискомфорта от очередей не предвидится. У подножья горы разместилось множество туристических раскладок, в которых вы можете приобрести перекусы, напитки, дождевики, сувениры, магниты и всякую иную мелочевку, которую вам зачем-то вдруг захочется тащить с собой в гору. В общем, все, что может понадобиться любопытному туристу. Я же все необходимое взяла с собой, поэтому прямой наводкой направляюсь к кассе. Билет в обе стороны обойдется вам примерно 10 евро, и по сути это все ваши траты на целый день путешествия. Сверху в горах, кроме 2 отелей, больше ничего нет. Никаких ресторанов, чебуречных, магазинов анимации с верблюдами. Ничего. А и Петри и Гаверла нервно курят в сторонке. В общем, тратить деньги вам попросту будет негде. После того, как разжились билетами, обязательно киньте взгляд на рядом расположенное табло. Там указаны погодные условия, которые будут ожидать вас после поднятия наверх. Мы же сейчас у подножья горы в хвойном лесу. Ну а наверху нас ждет горное плато, и как следствие и ветер, и температура будут сильно отличаться от того, что нас встречает на нижней станции лифта. Нет-нет, я не обмолвилась. Именно станции лифта. Так болгары называют канатную дорогу, поэтому если будете пробовать найти подъемник на Google картах, не удивляйтесь. Канатка здесь кресельная на 2 человека и была построена относительно недавно, в 2009 году. Если раньше для путешествия к озерам нужно было потратить дополнительных пару часов пешего хода в одну сторону, и это по плохой грунтовой дороге с ручьями и каменной крошкой, то сейчас большинство туристов поднимается вверх именно на подъемнике. В общем, может, канатка это и читерство, но я такое упрощение по пути поддерживаю обеими лапками, ведь самое красивое у нас еще впереди. Все же силы лучше приберечь для прогулки в долине, чем героически растратить их по пути. Ну и как по мне, то сама по себе поездка на высокогорной канатной дороге – это уже маленькое приключение, поэтому наше путешествие начинается именно здесь. Кстати, после постройки подъемника количество приезжающих сюда туристов резко увеличилось, в 20 раз примерно. Что и неудивительно, ведь теперь посетить все 7 Рильских озер за один день стало вполне реально. Ранее маршрут к озерам, как правило, делили на 2 дня. Путь, который сейчас с помощью креселки совершается за 25 минут, ранее составлял первый день маршрута. Поездка на канатной дороге лично для меня – это всегда испытание. Сознаюсь, я ужасно боюсь высоты. Правда, в этот раз мне было не так страшно, а все потому, что поездка была очень живописная. Постоянно отвлекалась и крутила головой по сторонам. Так и хотелось перефоткать каждый ручеечек по пути. Большую часть маршрута лифт везет вас через сосны, но временами поднимает на холмы, и оттуда открываются прекрасные виды на Рильские горы. Итак, прекрасная поездка в креселке доставит вас прямо на плато, откуда начинается пешая тропа. Но не спешите сразу отправляться в путь. Перед походом обязательно запишите время закрытия подъемника. На природе легко потерять счет времени и можно попросту не успеть вернуться назад. Исходите из того, что на возврат назад займет у вас без остановок порядка 1,5 часа. Как правило, летом подъемник работает до половины 7, а вот осенью последних туристов отправляют вниз в 16:30. Не разгуляешься. На плато, помимо станции подъемника, также разместился небольшой отель «Рильские озера», хотя скорее хостел, ну или, как болгары называют их, горные домики «хижа». При необходимости тут можно переночевать или перекусить, но не рассчитывайте на суперусловия на такой высоте. Горный массив Рила, где расположены 7 Рильских озер, является наивысшим горным массивом не только в Болгарии, но и на всех Балканах. Название массива фракийского происхождения, что означает «гора с хорошей водой». И это так, ведь здесь около 200 ледниковых озер.
Большинство озер отдельно стоящие и разделены между собой отвесными пиками скал. Но наша локация особенная. Озера здесь не обычные, а каскадные. Вода стекает из одного озера в другое через сотни небольших ручейков, падая с каскадов бурными водопадами. Есть в здешних краях и некая мистическая космическая составляющая, но про нее я вам расскажу чуточку позже. Расположены 7 озер при последовательном снижении по высоте в ледниковой яме, вокруг которой вздымаются 3 вершины – Сухичал, Атавижская вершина и Харамията. Долина 7 озер считается одной из красивейших достопримечательностей Болгарии. Располагается в горах Рила на высоте от 2100 до 2600 метров и имеет ледниковое происхождение. Каждое озеро имеет собственное название, которое ассоциировано с его формой или сутью. Но к этим озерам нам еще предстоит добраться. А для этого нам стоит вначале выбрать правильный маршрут. Сразу на выходе из подъемника в помощь туристу болгары разместили информационный стенд с объяснением деталей маршрутов. Каждый маршрут удобно промаркирован по пути следования. На камнях в местах развилок краской нанесены метки цветом соответствующего выбранного маршрута. Все цивильно и в духе времени. На стенде имеется и соответствующая карта, на которой обозначены все варианты. Вроде бы все просто, только непонятно, почему карту нарисовали вверх ногами. Попробуем перевернуть. Не, все равно какая-то белиберда выходит. Нужно это подправить. Ну вот так намного лучше. В общем, чтобы вы случайно не заблудились и не упустили что-то интересное, я тут нарисовала человеческую объемную карту долины. На базе нее мы построим все дальнейшее путешествие. Ссылку на карту я, как всегда, оставлю в описании. Основных маршрутов всего 2. По левую руку вас будет ожидать желтая тропа. Этот маршрут более долгий и проходит по нижней части плато, позволяя максимально приблизиться к озерам. Тропа по правую руку – красный маршрут. Чуть посложнее, так как требует для начала взобраться на вот этот вот холм. Еще идти туда. А там еще одна гора за ней. А можно было сделать по-другому. Вот пойти вот по той тропиночке, вот так, внизу, и тебе первое озеро из 7. Ну и, как вы уже поняли, я избрала красный маршрут. Хоть многие путеводители пишут о том, что маршрут несложный, будьте готовы к сыпучему грунту, осыпям камней и корням деревьев. Но все вполне реально, если вы хотя бы немножечко держите себя в активной физической форме. Хоть я изначально и сочла выбор красной тропы ошибкой, но буквально через 20 минут маршрута я поменяла свое мнение. Тропа с самого начала круто уходит вверх, а затем игриво ветвится по краю верхней части долины, возвышаясь над пологой равниной на 100 метров вверх с отвесными скалами. Виды, конечно, открываются просто потрясающие. Хочется останавливаться и рассматривать детали каждые 10 метров. Ну, что, собственно говоря, я и делала. And you stole my time, and I live my life with you. Should have known that you'd never make it through. Stole my time, and I live my life with you. Should have known that you'd lose. It was all a robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. В восхождении нет особого экстрима, но это горы, а значит вы должны быть соответствующим образом экипированы. Теплые спортивные вещи, куртка, ветровка рекомендована даже летом. Порывы ветра и частые перемены погоды в горах – это в порядке вещей. Кроссовки, удобный рюкзак и трекинговые палки сделают ваше путешествие менее утомительным. Не забудьте взять перекус и воду, а также солнцезащитные средства. В горах обгораешь очень легко и даже не почувствуешь. Запас воды при необходимости можно будет пополнить в ряде горных ручьев. Ну и, конечно, не забываем о главном правиле туризма. Все, что вы принесли в своем рюкзаке, вы обязаны унести обратно.
По дороге обратите внимание на качество обустройства туристических дорожек. Ровные и аккуратненькие. У тропинок даже есть специальные каменные желобы для отвода воды. Так что легкий дождик не станет проблемой для подъема, да и обувь удастся сохранить в пристойном виде. Даже если вы решили взобраться в гору, как и я, в белоснежных кроссовках. По маршруту сконструированы специальные деревянные перила и смотровые площадки для удобства. Причем изготовлены они аутентично из древесины и камня местных пород. Никакого бетона и металла, все натуральное и прекрасно вписывается в местную природу. Просто идешь и наслаждаешься. Первое из 7 озер откроется вашему взору буквально через 20 минут после того, как вскарабкаетесь по тропе на плато. Эта жемчужина носит имя Далнота, что в переводе означает «нижнее». Озеро располагается на высоте 2095 метров, и оно и вправду самое нижнее. Вода из остальных 6 озер стекает вниз, наполняя его берега, и уже из него берет свое начало горная река Джерман. Следуя вверх, буквально друг за другом нашему взгляду предстанут Рыбное озеро и озеро Трилистник. На берегу Рыбного озера находится известная среди местных турбаза 7 озер. Водоем достаточно мелководный и максимальная глубина не более 2,5 метров. В озере обитает несколько видов рыб, так что его название вполне оправдано. Водится в основном гальян и балканская форель. Выбор, конечно, не огромный, но не забывайте о том, что озера сформированы талой водой. Не каждому, знаете ли, дано обитать в ледяной горной водичке. Но мы с вами прибыли в сухой период, да еще и под конец сезона. Вся ледяная шапка давно растаяла, воды стало меньше, и самое мелкое озеро теперь выглядит примерно вот так. Третье озеро – Трилистник. Оно находится на высоте 2216 метров и имеет сложную полигональную форму, похожую на 3 листа клевера. Озеро отличается необычной формой и низкими берегами. Также это одно из самых мелководных озер в горах Рила. Водоем окружает живописные поляны, покрытые в теплое время года плотным зеленым ковром и приятными ароматами цветов. Полюбовавшись первыми 3 озерами, тропа проведет нас через широкую равнину. Здесь почти нет перепада высот, и путнику прогулка будет даваться легко и непринужденно. А вот слева от тропы на поляне взор привлекает таинственные, едва заметные белые круги, которые при желании можно разглядеть даже на Google картах. И, пожалуй, пришло время пояснить, откуда они тут взялись и для каких таких космических связей были тут воздвигнуты. И нет, никакие инопланетные сущности не приложили своих щупалец к их созданию. Круги рукотворные, и создали их последователи Белого Братства. Да нет же, не того стрёмного советского Белого Братства из 90-х. Речь пойдет про Всемирное Белое Братство. Каждый год 19 августа – это день их божественного Нового года. Приверженцы этого верования собираются здесь у озера Почка и приносят в жертву юную девственницу. Да нет же, шучу, конечно. И просто водят хороводы. Ну, точнее, танцует специальный мистический танец для достижения гармонии и улучшения связи с космосом – паневритмия, что дословно переводится как «космический возвышенный ритм». Согласно верованию, именно в эти дни вселенские силы максимально приближены к Земле, причем именно в этом священном месте среди рильских скал. Праздник собирает на плато тысячи паломников, которые сливаются в едином магическом танце. Говорят, в августе здешние места просто переполнены туристами. Половину аншлага составляют представители Белого Братства, а вторую половину – желающие бесплатно поглазеть на их песнопение. Основал Белое Братство в 1900 году философ Петр Дынов.
Видите вон ту черную гору, возвышающуюся над поляной? Члены братства называют ее Трон Дынова. По легенде, с него учитель поглядывает за своими последователями. В простонародье гора носит иное имя – Храмията. Еще ее называют Озерная вершина, так как возвышается в центре долины 7 озер. И от нее открываются незабываемые панорамы во все стороны. Гора имеет высоту всего 2465 метров, но при этом расположена у основания озера, из-за чего со стороны кажется намного выше, а также приобретает просто мистическую притязательность. С какой стороны долина ни кинь взгляд, везде взор привлекает именно эта гора. Движемся дальше и выходим к озеру Быбрика, в переводе «почка». Оно и правду сверху своими очертаниями напоминает почку. Озеро имеет глубину около 30 метров. Быбрику с одной стороны окружают обрывистые скалы, а с другой – шикарные пологие зеленые берега. Это одно из самых любимых озер среди туристов. Красивые виды, широкая поляна, прозрачная водичка – так и манит здесь искупаться. По крайней мере, так планировала поступить я, и слава богу, что ограничения по времени не позволили мне реализовать задуманное. Все дело в том, что вся экосистема природного парка защищена законом, и купаться в озерах строго запрещено. Правда, на тот момент я этого не знала и чуть было не совершила глупость. Видно, таки кто-то сверху за мной присматривает, и надеюсь, это не тот самый Дынов. Ну а так как заплывом у меня не вышло, я решила просто посидеть на берегу и немного насладиться прекрасными видами. Рекомендую и вам здесь сделать привал и подкрепиться. Место действительно обладает потрясающей энергетикой. Уплетать бутерброды на берегу – одно удовольствие, и уходить с поляны совершенно не хочется. От берегов почки двинемся дальше. Переходим по деревянному мостику через речку с водопадом, питающейся водой из верхних озер, и движемся дальше к пику Йозерен-Вверх, куда и держит путь большинство туристов. Ну и, конечно же, я так не сделала. Спешу, не спешу, но отказать себе в возможности полюбоваться водопадом я не смогла. If you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you for so long. I met you in the И вот так, по сути, всю прогулку. Проходишь 100 метров, поворачиваешь голову, все бросаешь и бежишь к обрыву. Радуешься, как ребенок, и начинаешь восторженно фоткать все вокруг. Время посреди такой красоты летит просто с бешеной скоростью. Здесь же у ручьев при необходимости можно пополнить запасы воды и принять решение, куда двигаться дальше. Все дело в том, что на этом участке тропы дорога ветвится. Мы добрались до соединения двух изначальных маршрутов – красного и желтого. Налево пойдешь, к подъемнику вернешься. Направо пойдешь и, боже мои ноженьки. Дальше дорога пошла круто вверх, и тут я начала сдавать позиции.
потому что именно с этого места подъем становился значительно утомительнее. В общем, если вы предпочитаете более размеренный отдых или путешествуете с детьми, то можете смело сворачивать на желтую тропу. Ну а я покарабкалась в гору. Врожденное любопытство затребовало найти приключения на мою же женскую талию. На подъеме вверх взору открывается 5-е озеро – Близнецы. Оно похоже на песчаные часы с сужением посередине и в безводные годы делится на 2 меньшие водяные глади, откуда и происходит название. Это часто вводит туристов в заблуждение, и те с надеждой полагают, что уже добрались до 6-го озера. Это 1, 2, 3, там 4, там 5. 6. Да-да, я не стала исключением и тоже ошиблась поначалу. Правда, тем приятнее было удивиться, когда спустя несколько минут извилистая тропа вывела меня к высокогорному озеру Окото. Ока или Окото – наиболее глубокое из всех 7 озер – 37,5 метров. У него характерная овальная форма, и при хорошей погоде виден темно-голубой цвет воды. Мне в этот раз с погодой повезло. Еще вчера я гуляла в Софии и снимала последние кадры с серым, густым, как кисель, небом. Признаюсь, надежды на солнышко в начале прогулки практически не было. Погода в горах быстро меняется, и бывает, что за час ясное небо могут сменить серые тучи с дождем. Но в этот раз очень и очень повезло. И это при том, что осень не самое надежное время года для посещения гор. Сезоном Рильских озер считается июль-август. Только к концу июня лед на озерах полностью тает, наполняя озера кристально чистой горной водой. К концу лета погода, как правило, спокойна, и прогулка по горам не доставляет хлопот. Зимой и весной же сюда любят приезжать экстремалы и любители заснеженных пейзажей. В общем, туристический поток в долину не иссякает круглый год, и, само собой, людей особенно много в летние месяцы. Если вы, как и я, не сильно любите единение с природой посреди толп туристов, то осень очень неплохой компромисс для поездки. Рекомендую. Так, ладно, посидели и хватит. Последний рывок отделяет нас от смотровой площадки и 7-го озера. Здесь тропа самая крутая, и от вас понадобятся все ваши силы. Правда, если честно, то сложность, конечно, относительная. Пока я сидела на камушке, жадно глотая воздух, мимо меня весело попрыгала парочка симпатичных такс. Как они с такими короткими лапками осилили этот маршрут, ума не приложу. Но раз они справились, значит и я смогу. Еще пару минут, и взору открывается 7-е, самое высокое озеро – Слеза. Озеро расположилось на высоте 2535 метров. Именно здесь водные потоки для всех остальных озер начинают свой путь во время таяния ледяной шапки. История гласит, что именно из-за кристально чистых вод озеро и получило свое название. Ну а вот легенда дает иное объяснение. Много-много тысяч лет назад в этих местах на Риле жили мужчина и женщина-великаны. Они очень любили друг друга и обожали красоту своего дома, украшали его мелкой травой и цветами. Однажды мимо их дома проходили темные силы. Они злились, что существует такое красивое место, и завидовали семейному счастью великанов. Злые силы начали насылать на долину землетрясения и разрушительные ветра. Великан яростно боролся за каждую травинку, каждый ручей и каждый цветочек, защищал возлюбленную и отражал их атаки. Но в ожесточенной битве великан пал. Удовлетворенные своим достижением, злые силы ушли, оставив после себя разбитые скалы и убитую горем женщину. Горе молодой вдовы было так велико, что слезы лились неперестанно и текли по хребтам прямо в долину. Они стекались и собирались в прекрасные 7 озер. С веками скорбящая женщина исчезла, растворившись в своих слезах. А погибший великан же обратился в камень и навсегда погребен среди рильских скал. Гуляя по долине, любопытный путник наверняка заметит необычную гору, которая напоминает лежащего на спине великана, скрестившего руки на груди. А вот эту гору называют упавшим титаном. Это голова, нос, профиль. Он на спине лежит. Озеро Слеза – это конечная точка туристического маршрута.
С обзорной площадки пика можно полюбоваться панорамой 6 озер одновременно, но 7-е озеро будет у вас сзади, за спиной. Но что же делать, если вы хотите увидеть все 7 озер одновременно? Такая возможность есть. Ловите лайфхак. Нужно всего лишь подняться еще немного выше, на хребет к пику Вазова. Высота здесь достигает 2700 метров, и со смотровой площадки открывается просто фантастический вид на все 7 озер одновременно. Я эту часть маршрута уже осилить не успевала, но показать вам вид все равно обязана. Благо для этих целей в рюкзаке припасен жужжащий, но шустрый помощник. Сама же останусь на площадке и еще немного полюбуюсь местными красотами. Красивейшее место. Если есть возможность, то лучше приехать сюда в будний день, потому как в выходной день здесь очень много туристов. С подъемника уже открываются отличные виды. Затем до 4-го озера подъем не очень сложный, а вот дальше, до самой высокой точки, маршрут посложнее. Но оно того стоит. Вид открывается потрясающий. Несмотря на красивейший вид, задержаться здесь надолго я не смогла. До закрытия канатки оставался всего час. Назад мне пришлось пробираться буквально в припрыжку. Но если время вас не держит, то рекомендую возвращаться к лифту по желтому маршруту. Нижняя дорога позволяет увидеть вблизи первые 3 озера и прогуляться у их вод живописными тропками. Но все это позволительно лишь в том случае, если вы хорошо распланировали прогулку и не пытаетесь успеть на последний подъемник, ну, как я. Да, мы успели. Минута в минуту, мы успели минуту в минуту. В общем, надеюсь, что это видео вам понравилось, и если это так, то напишите об этом мне в комментариях. Ну а если вы зашли сюда, чтобы просто оценить тяжесть маршрута, я заготовила для вас дополнительно небольшое видео, где покажу без монтажа и склеек сложность тропы. Ссылка будет в описании. Пока! Капец, как устала. Я капец, как устала, но оно так красиво. Вот если я еще раз когда-нибудь придумаю лезть в гору, останови меня, пожалуйста. Ну, просто я не могу, у меня ноги болят. Это просто капец. Ну, красиво. Ну, болят. Ну, красиво. Да. Знаю, что вы уже устали, но по традиции я добавила в конец видео еще одну сцену после титров – полноценную карту прогулки. Если соберетесь в поездку, то просто пересмотрите перед вылазкой карту и точно не заблудитесь. We